Я рада приветствовать всех на моем канале. Меня зовут Татьяна. Сегодня это видео участвует в челлендже «Лето. Сезон браслетов». Его стартовала Нина с канала «Украшения для себя». Мы сделаем браслет с декоративной бусиной из звеньев, изготовленных из медной проволоки. Я использовала проволоку от электропроводки с данной маркировкой. Чтобы проволока стала податливой, ее нужно обжечь, затем поместить в холодную воду. Для изготовления одного звена отмеряем 8 см проволоки. Реальная толщина проволоки 1 мм. Складываем проволоку пополам, образуя петлю. Делаем завитки на концах. Отбиваем завитки на наковальне. Отгибаем петлю вверх. Изготавливаем звенья и начинаем сцеплять их вместе. Сделаем вторую часть браслета, крючок и восьмерки для удлинительной цепочки. На данном этапе все элементы можно почернить любым удобным для вас способом. Как делать чернение, смотрите подсказку в описании. Теперь можно приступить к сборке браслета. В библейские времена браслеты назывались запястьями. В книге «Бытие» рассказана история поиска невесты для сына Авраама Исаака. Авраам был уже стар и в летах преклонных. И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было: «Положи руку твою под стегно мое и клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сына моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Раб сказал ему: «Может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю? Если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от сей клятвы моей». И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, и остановил верблюдов вне города, у колодезя воды, под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать, и сказал: «Господи Боже господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне, и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет: пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревекка, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал: «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала: «Пей, господин мой». И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала: «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». И тотчас вылила воду из кувшина своего, впоила, и побежала опять к колодезу почерпнуть. И начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля и 2 запястья на руки ей, весом в 10 сиклей золота. И когда брат Ревекки увидел серьги и запястья на руках у сестры своей и услышал слова Ревекки, которая говорила: «Так говорил со мной этот человек», то пришел к человеку, и вот он стоит при верблюдах у источника.
и сказал: «Войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов». Так произошла помолвка Ревекки и Исаака. И отпустили Ревекку, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его. И благословили Ревекку, и сказали ей: «Сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч». Если вам было полезно это видео, не забудьте поставить лайк, написать комментарий или подписаться. Мне будет очень приятно. Приглашаю вас также принять участие в этом челлендже. А я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья!